Доброго всем хорошего дня! Я очень рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а тем, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, там, где мы с вами вяжем спицами. И ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а у нас сегодня будет самый коротенький урок. Этот узорчик я назвала не зря ленивым. У этого узора одна арочка в раппорте и 2 ряда. Этот образец я связала из вискозной пряжи, и у вас вверху экрана сейчас будет картинка, по которой вы увидите, что это за пряжа. А мы сегодня буквально за каких-то минутку-две свяжем образец этого узора. Образец мы будем вязать из этой же пряжи и крючком фирмы Tulip номер 1 из 6. Так как я сказала, у нас в раппорте одна арочка. Делаем первую петельку и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. И из исходной первой петельки провязываем столбик с 3 накидами. И закрыли петельки. Это раппорт. Давайте сделаем еще 2 повторения. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. И в соединении между арочками провязываем столбик с 3 накидами. И еще одна. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. И провязываем столбик с 3 накидами. Ну вот, мы с вами сделали 3 повторения узора. Отсюда переходим столбиком без накида в первую же арочку и начинаем наш узор. Свяжем 2 раппорта, 3 воздушных петельки, и теперь под арочку вяжем еще 5 столбиков с накидом. Всего у нас должно получаться в арочке 6, но так как у нас была первая подъемная, значит мы провязали одну подъемную и еще 5. Теперь воздушная петелька, и под следующую арочку мы вяжем уже 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петелька, и следующий раппорт снова 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 мы свяжем с первоначальной нашей петельки. Вот половинка нашего раппорта в высоту. Теперь мы вяжем одну воздушную петельку, разворачиваемся, в первую же петельку мы провязываем столбик без накида и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И между столбиками вот эту вот арочку, не попадая в цепочку, а просто под арочку, вяжем столбик без накида. И опять 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку мы вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И в
конечную петельку мы вяжем столбик без накида. Ну вот мы с вами связали раппорт узора. Далее этот узор повторяется с первого ряда. Мы вяжем 3 воздушные петельки, разворачиваемся и под арочку, у нас уже готова арочка, вяжем по краям еще 5 столбиков с накидом. Воздушная петелька, и под следующую арочку мы вяжем уже 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петелька. Теперь у нас под эту арочку, краевые арочки, 5 столбиков с накидом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 и последнюю петелечку мы делаем 6 столбик с накидом. Воздушная петелька, развернулись, в первую петельку делаем столбик без накида и провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, под арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и под арочку столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 и в последнюю петельку столбик без накида. Мы связали с вами 2 раппортика. Это все. Это весь узор. Смотрите, насколько просто, а насколько приятное получается полотно. И таким полотном можно связать любую летнюю вещь. Что это будет, маечка, что это будет какой-то даже с длинным рукавом джемперок. Любое, что вы придумаете. Я не буду говорить, понравился ли вам этот узор. Просто по такой жаре, у нас сейчас около 40, поверьте мне, так трудно думается. Хотя заготовку я сделала вам следующую, ну очень интересную. Вот такую. И буквально завтра у нас будет уже похолодание, я вам подготовлю видео. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч, до свидания и до новых идей.